Косторная поторопилась со сменой команды. Сорванная подготовка, потеря акселя и туманные перспективы. Этим летом Алена Косторная стала героиней самого громкого перехода межсезонья. Ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в обход официальных правил, из-за чего Федерация фигурного катания России до сих пор не может согласовать трансфер. Составила по версии Тутберидзе список нон-грата в прошлой группе, и вызвала конфликт в новой команде, из-за которого чуть не ушла из ангелов Плющенко Александра Трусова. На что может рассчитывать дальше лучшая фигуристка мира прошлого сезона? Короной для Косторной тройной аксель, но пока о нем не может идти и речи. Как сообщали различные источники, знакомые с ситуацией, работа над ним и вовсе пока поставлена на паузу. В команде Плющенко считают, что на данный момент Алена не готова к нормальному исполнению такого сложного прыжка, а форсировать подготовку не видит смысла. По крайней мере, так ситуация обстояла еще на прошлой неделе. Только вот тройной аксель – ключ к многочисленным победам Алены в прошлом году. В 2019-м она вышла без него и других элементов ультра-си на контрольные прокаты и потерялась на фоне Трусовой, Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой с тройным акселем, Алины Загитовой, у которой есть сложнейший из каскадов тройных, Лутц Ридбергер. Косторная же долгое время откровенно боялась сложных прыжков. Триггером к изучению трикселя стало уязвленное самолюбие. Алена не хотела проигрывать соперницам из-за слабого технического контента. Она практически на голову была лучше других фигуристок по катанию, скольжению и интерпретации, но техника до сих пор играет в одиночном катании решающую роль. Сложности в работе над тройным акселем у Косторной были из-за ряда старых проблем со спиной, и, похоже, летом боли обострились. У Алены были сложности со здоровьем, была травма. Мы не скрываем, что она каталась в короткой программе даже на уколах, но нам было важно выступить на контрольных прокатах, посмотреть, пообщаться с публикой, федерацией, рассказывал Плющенко в сентябре, после проката короткой в Москве на контрольных прокатах. На произвольную Алена тогда так и не вышла, и озвученные тогда Плющенко планы начать работу над тройным акселем тоже, судя по всему, не сбылись. Косторная опаздывает с подготовкой. Такая сложная ситуация возникла не только из-за возможного рецидива старой травмы, а еще из-за сорванной предсезонной подготовки. Косторная начала готовиться к сезону с Тутберидзе, и хореограф группы Даниил Глихенгаус подготовил для Алены программы на будущий год, и даже начал разучивать их с фигуристкой. Только вот Косторная параллельно вела переговоры о переходе с Плющенко. Алена еще долго сомневалась, стоит ей уходить или нет, но как только факт переговоров стал известен, Тутберидзе не оставила вариантов, и Косторная оказалась в ангелах Плющенко. Переход произошел в конце июля, и это грубое нарушение правил Федерации фигурного катания России. Трансферное окно в фигурном катании закрывается в мае, и после этого Федерация вправе не согласовывать переход. Редко Федерация ставит жесткие условия лидерам, но в случае с Косторной, Алене так полноценно перейти не дали. Юридически она до сих пор в самбо-70, а Тутберидзе вписали в список ее тренеров от Минспорта России на этот сезон. Наряду с Плющенко. Сроки Федерация выбрала не случайно. В марте заканчивается предыдущий сезон, а уже с июня начинается работа над следующим. Зачем половину подготовительного цикла работать с одним специалистом, чтобы потом непосредственно перед стартами переключаться на другого? Методы у каждого специалиста отличаются, и смена катка во время предсезонки, как у Косторной, может привести к обнулению всей работы с прошлым тренером. С Хрустальным у нее были уже готовые короткая и произвольная, казалось бы, бери и накатывай, тем более изначально Алена их хвалила. Но Плющенко четко сказал, что программы надо будет менять, и по сути подготовка в августе началась для Косторной с нуля. Любопытно, что не учитывали особо даже мнение фигуристки, и ее готовность оставить произвольную под Билли Айлиш. Особенно важна правильная и грамотно спланированная подготовка для тех фигуристов, у кого были проблемы с суставами. Небольшой отход от намеченного плана и легкомысленная попытка выучить что-то новое, может привести к непоправимым последствиям.
А новый тренер не знает тела свежего ученика, и по незнанию может навлечь на спортсмена много проблем. Скорее всего, нечто похожее произошло и с Косторной. Пока она выбирала себе комфортные условия, конкуренты готовились в привычной для себя обстановке. И сейчас Алене просто приходится догонять соперниц. Только ждать-то они не будут. Алена уходила от Тутберидзе отчасти из-за желания лучше монетизировать свой успех и популярность. На волне интереса спонсоров к Загитовой и Трусовой Косторная после ряда громких побед прошлого сезона тоже хотела себе спонсорский контракт. Но ей предложений не поступало, зато они были. Например, у Щербаковой. Алену тогда возмутил этот факт, она решила, что в самбо-70 ее чуть ли не намеренно лишают возможности получать деньги от спонсоров. И она пошла искать поддержку в этом плане у Плющенко и его жены, агента Яны Рудковской. Плющенко с Рудковской обещали Алене найти спонсорские предложения, и по сути, свое слово сдержали. Сейчас Косторная представляет бренд премиальной зубной пасты Рокс. Ее рекламирует и сын Плющенко Александр, и сам Евгений, а также производителем одежды для фигуристов Карисма. В спортивном плане ситуация и вовсе патовая. Алена потеряла свой главный прыжок и теперь точно не скоро сможет начать работу над четверным Сальховым, который уже готовила прошлой зимой с Тутберидзе. Не стало проще Алене и с давлением и лишними людьми на льду. К решению Косторной кататься у Плющенко скептически отнеслась Трусова, и ультимативно с родителями потребовала развести часы тренировок двух амбициозных фигуристок. Это привело к необходимости создать две полноценные команды, и если конфликты вокруг Сергея Розанова и Елены Ильиных, которые первое время пытались работать с двумя девочками сразу, удалось решить путем, правда, запрета на работу Ильиных и Розанова с Трусовой, то вот как разделить самого Плющенко? Пока что он успевает не обделить вниманием обеих своих звезд, но на крупных соревнованиях ему рано или поздно придется делать выбор. Складывается ощущение, что прямо сейчас Евгений склоняется к Трусовой, за ней очевидная в текущих условиях победа, да еще и висящий в воздухе шанс ухода Александры. В то же время для Косторной ситуация, с другой стороны, тоже не такая критическая. Сознательная жертва текущим сезоном в угоду будущему олимпийскому для нее неплохой размен. Алена уже выиграла практически все возможные старты, и у нее в спорте может быть теперь только одна мечта – золото Олимпиады в Пекине. А готовиться к нему лучше без спешки и с максимальной отдачей,